Виталий Кличко, боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Украинский государственный деятель и политик. В жизни каждого человека есть основной соперник. И это он сам. Бокс – это моя жизнь, но моя жизнь – это не только бокс. Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами. Тут кто кого обхитрит, кто кого обманет. И даже если политики применяют запрещенные приемы друг против друга, они опять встречаются в этой банке. Обидеть боксера может каждый, но каждый может успеть извиниться. Бокс – один из самых жестких видов спорта, но этот вид спорта больше всего похож на жизнь. Все шли в парламент работать головой. Головой у некоторых не очень получается, поэтому в ход пошли кулаки. Как профессионал в этом деле могу сказать, что кулаками у них тоже не очень хорошо получалось. Нужно четко знать то, чего ты хочешь. Я считаю, что сборник моих высказываний приобретет популярность в России, где очень внимательно следят за моей работой. Если ты боишься получить травму или боишься за свое здоровье, если не хочешь и не готов идти до конца, тогда ты никогда не достигнешь успеха. В детстве я мечтал стать футболистом, но, как шутят мои друзья, у меня попытались отобрать мяч неспортивным способом, и так я стал боксером. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни. Очень многие политики стараются говорить на такой терминологии и так умно, что там можно час слушать, а потом спросить его, что ты понял из всего этого сказанного, и человек не может абсолютно ничего пересказать. Человек должен мечтать. Всегда. Вне зависимости от того, какими бы невероятными и неисполнимыми казались ваши мечты другим, продолжайте мечтать, стремитесь реализовать свои желания. Я до сих пор мечтаю, и делаю все, чтобы эти мечты стали явью. Проблема, с которой мы столкнулись, результат бездарной политики всего руководства страны, и не надо искать причину в людях. Не стоит думать, что все то, что происходит на площадях всей страны, надуманные вещи со стороны маленькой группы экстремистов. Если ты боишься получить травму или боишься за свое здоровье, если не хочешь и не готов идти до конца, тогда ты никогда не достигнешь успеха.
В Соединенных Штатах кулаки боксеров приравниваются к оружию, а кулаки чемпиона мира можно назвать ядерным оружием. Думаю, что это оружие мы пока не будем применять. Мост не был в аварийном состоянии, он просто устал от времени. Я, как и многие спортсмены, суеверен. Но о своих маленьких тайнах стараюсь не говорить. Талисман есть подкова, которую я перед боем кладу в правую перчатку. У меня есть 2 заместителя, 4 из которых лежат в кабинете министров. Львиная доля каждой моей победы состоит в том, что брат всегда рядом. Против соперника на ринге стоят сразу 2 боксера. Он всегда рядом со мной, я рядом с ним. Нам необходимо не только время, нам нужны деньги, потому что мы понимаем, что нам не нужны деньги. Не забирайте у нас деньги. Из воздуха без денег мы не сможем ни дороги построить, ни лифты заменить. Для успешной карьеры недостаточно быть лишь хорошим спортсменом, нужно также быть актером. Только нужно четко понимать, где заканчивается сцена и начинается ринг, иначе результат может быть печальным. Я должен признаться, уже долгое время, много-много лет, я являюсь убежденным лесбияном. Чем старше человек, тем больше ему лет. Кислород входит в реакцию, мы сможем очень быстро загубить те артефакты, которые были найдены. Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно так же с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле. Что отличает спортсмена-любителя от профессионала? Любитель, работая, стремится к определенному результату, а профессионал, работая, стремится к результату, умноженному на деньги. Это просто способ зарабатывать. Одна из плохих примет – есть перед боем соленые огурцы и запивать их молоком. Самое сильное чувство, которое когда-либо возникает у человека, это любовь. У любого государства должны быть дружеские отношения с соседями. Пришло время повесить перчатки на гвоздь. Больше я не буду совершать поездок по всему миру с единственной целью начистить кому-нибудь лицо. Если у человека стабильная психика, не стоит нагружать ее походами к психотерапевтам. Связей с криминальным миром у меня нет, есть связи с миром спорта. Применение тех навыков, которыми я обладаю, могло закончиться для некоторых депутатов, в лучшем случае госпиталем. Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть.
Виталий Кличко. Избранные цитаты. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.